Сегодня чудесный весенний день, как раз для небольшого бложика про день. Метро Лубянка, Лубянская площадь. Здесь все по-прежнему. Деревья готовятся к зеленым листикам. Политехнический все еще на ремонте. Автобусы катаются. Табло работает. Ну и Лубянский проезд. Вот удобно вот эти магистральные автобусы. По ним отсюда, из центра, можно доехать куда угодно в Москве. Мы идем для начала в офис. Идем дальше. Это Моросейка. Этот красивый дом на углу с Лубянским проездом. А это Пасха продолжается неделю. Неделю может зайти любой человек и побить колокола. И идем по Лубянскому проезду. Вон туда. А это виднеется высотка на Котельнической набережной. Здесь потише. Деревья вот в скверике уже такие. Вот прям как будто только-только еще чуть-чуть и появятся зеленые листики. Возможно, завтра утром проснемся, а уже листва. О, китайский летчик. Жив, курилка. Ну, а вообще уже во всех кафе и ресторанах вышли на улицу. Везде уже стоят террасы. Ну, или, по крайней мере, готовятся. А это противоположная сторона Китай-города. Ну, как противоположная? Ну, короче говоря, Китай-город. Вот если туда пойти, вот в ту сторону, там будет у нас парк Зарядье. И тоже здесь конечные магистральных автобусов и электробусов. Там написано, это электробус. Не путайте, я не автобус. Выползли самокатчики и прокат самокатов. Ну все, надо быть осторожными на тротуаре. Идем дальше. Проходим мимо улицы Забелина. Она пешеходная и ведет туда, вот наверх, к монастырям и к хохлам. Но нам по делу надо дальше. Мы идем на Хитровку. Здесь автобусную полосу вынесли на серединку, вот с платформами с такими. И, наконец-то, автобусы перестали стоять в вечных московских пробках. Ну, вот она, Хитровская площадь. Ну, конечно, ее не узнать. Ее тут облагородили. Вот уже высадили тюльпанчики. Скоро зацветут. Ну, и такая отдыхательная зона с каким-то арт-объектом. Я его еще не видела. А это все вот по краям старые-старые дома. А конкретно вот в этом доме, вот угловой, который вот этот, там как раз была ночлежка, по которой Горький написал «На дне» в подвальном помещении. Ну, а сейчас тут ничего не напоминает о таком прошлом. Будет время, потом еще покажу. Сейчас надо работать. Так, не удержалась посмотреть, что здесь за таблички. А здесь как раз показывают, что здесь было, в каком месте. Но я так думаю, наверное, по направлениям Головиных, Щербатовой. И вот так вот по кругу пустили такие информационные таблички. Эх, было бы время, все бы прочитала. Но надо идти работать. И снова на Хитровской площади, но день уже не солнечный, весенний. Пошел дождик. Ну, типичная московская погода. С голоду в центре не умрешь. Здесь у нас грабли. Там типа шведского стола. Ну, так, эконом-класса, кафе, но не столовая. Немножечко получше. Здесь шоколадница. Там вареничная номер 1. Здесь пицца. 2 кофейни. Хлеб насущный там покушать можно. Буше.
Ну и удаляемся. Переулочек. Вон там виден купол. Такой возвышается. Это, между прочим, центральная синагога. Какое внушительное здание с колоннами. Ой, а внутри-то там как красиво. Напротив сделали скверик с детской и спортивной площадкой. Летом на этой площади фонтан. Вот прямо отсюда. Снизу бьет. Сухой фонтан называется. Ну и понятно. Лавочки. Качели. И стена плача местного значения. Вот она. Есть и записочки. Их втискивают в щелочки. Я иду к офису. И вот когда идешь по таким улочкам, сразу, вспоминаешь, что Москва стоит на 7 холмах. Вот такой здесь подъем. Очень-очень высокий. Здесь у нас Джиганат, бургер Герои, моряк Чайка, кофе по-турецки Бардак. А вон там, ну-ка посмотрим, что у нас вон там. Так, Прайм, закрытый Макдональдс и кому люлей. А вот, может быть, мне люлей? Посмотрю сейчас, может, и зайду. Ну и здесь тоже на улице много где поесть можно. Это мы на Моросейке. Джон Джоли и центральный рынок. Центральный рынок — это 3 этажа еды. Ну, я туда сейчас не пойду. Ага, церковь все еще с колоколами. Вот, плюшки. Ну что, можно и пообедать. Время уже 3 часа. 5 час. Едем знакомиться с районом города Москвы, с новым районом города Москвы. Метро Китай-город. Страшная станция. Здесь перекрещиваются 2 ветки метро. Даже москвичи здесь теряются. Но немного внимания и совсем можно разобраться. Улица Дмитриевского. Я на ней первый раз. Ну вот, это новый район Кожухово. Но не совсем, конечно, уже новый. Но метро здесь недавно провели. 2 года назад, по-моему. Ну, посмотрим, что за дома здесь новенькие. Площадочка детская, огороженная. Парковка. А вот здесь пока всякие строительные машинки. Недавно построили этот дом. Так, уезжаем с улицы Дмитриевского до Электрозаводской. Почти всю новую ветку проедем. Железнодорожной платформе Электрозаводская. Поезд дальше не идет. Пожалуйста, выйдите из вагона. О подозрениях. Станция Электрозаводская, новая. Красивая старая станция, но сейчас ее не разглядеть.
Так, это Бауманская. Мне потому что нужно на Бауманскую. Тоже красивая. И тоже старая. И тоже народная. Час пик. Так, здесь у нас играют на дудочке. Тут нужно пройти немножечко пешком. Бауманская — это район Лефортово. Немецкая слобода та самая. Здесь просто гремучая смесь нового и старого. Старый, новый. Вот эти все старые производственные помещения перестроили. Есть такая торгово-развлекательная кафешная зона и торговый центр. Как его, господи, торговый центр? Бизнес-центр. Вот мне нужно бизнес-центр. Это Басманный двор. Чуть прям здесь аккуратненько стало. А с этой стороны осталась колокольня. Ну и мимо пробегают трамваи. Здесь всякие офисы, представительства. Такая культурная зона. Нам нужно ваш робот. Где-то здесь. Так, замок электронный получен. Теперь куда? В офис. До офиса самая короткая дорога получится на наземном транспорте. Поедем на автобусы. Я надеюсь, что не попаду в пробку. Вот как раз идет магистральный автобус. И снова Китай-город. Заколдованное место. Моросейка. Как говорится, еще не вечер. Людей по-прежнему много. Ну, дело к 8 часам вечера. Хотела город показать, а получился только транспорт. Ну, вот такой день получился. И погода испортилась под вечер. Но у меня еще не вечер. Я еду дальше. Красносельская. Одна из старинных станций московского метро. Построена на первой ветке. Довоенный еще. 34-36 год. Третье транспортное кольцо в пробке. А здесь монастырь. Но мне не туда. Я иду дальше. А вот место моего назначения. Торговый центр «Тройка». Заодно покажу, что там у нас работает или нет. А я вообще в Леруа, потому что у меня идет активная стадия ремонта. И время не ждет. Сегодня четверг, вечер. Ну, где-то 9 час. Связной работает. Это работает. Чемоданы работают. Все работает. Закрытых пока не вижу. Ну, по всему-то я не пойду. У меня дорога в Леруа Мерлен. Так надо набраться
терпения, храбрости. Вот. Народ в продуктах в основном. Здесь двухэтажный Ашан. Там, конечно, народу всегда много. Так вот. Сверху, вон там Декатлон. Тут самое главное удержаться и не уйти туда. Потому что мне нужно в Леруа Мерлен. Это в ту сторону. Это какое-то безумие. Все строятся. Народу толпы. Да. И это еще не все. Кто все эти люди? Почему они не сидят дома? В теплой квартирке.